Ну что, топ-5 телевизоров большой диагонали за разумные деньги на весну 2024 года от канала Технозон. Вот объясню вам сразу. Дело в том, что некоторые из вас думают, что же такое большая диагональ. Для меня большая диагональ это от 50, допустим, 5 до 60 дюймов однозначно. Для некоторых это может быть 43, для некоторых выше 60. Но мы берем такой вот среднячок, это большая диагональ, которая уже в принципе не является там 50-кой, 43-й, которые можно относить к каким-то средне маленьким размерам, что маленький это совсем 32. Дальше, что значит разумные деньги? Дело в том, что, ну слушайте, давайте так, сначала подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, ссылки на все вот эти телевизоры, которые мы сегодня будем обсуждать, лежат в описании под видео, а мы на канале Технозон, поехали. Слушайте, что значит вменяемые деньги, это мы с вами сейчас разберем. Объясню. Дело в том, что если брать размеры телевизоров от 51 до 60, я даже брал 61-70, смотрел, то вменяемые деньги у каждого по-разному. Но я, например, не готов за какие-то слабо такие брендовые телевизоры, но слабые. Я вам сейчас объясню, что вообще происходит на рынке. Заплатить какие-то сумасшедшие деньги. И для меня, допустим, вменяемые это, ну, берем, например, 20-35 тысяч гривен. Это то, что можно заплатить за хороший телевизор в большой диагонали. Потому что, да, есть телевизоры, которые дороже, но там и совсем другие возможности, другие телевизоры, и цены-то, конечно же, другие. А посмотрите, что за окном-то творится на текущий момент с зарплатами и доходами населения. Поэтому мы с вами смотрим, что у нас здесь есть, ну, например, я не готов заплатить за телевизор больше там 20-35 тысяч. И тут мы понимаем, что в этих ценах, например, 2Е 65 дюймов, я вообще не готов платить. Для меня бренд слишком такой подозрительный. Либо за Samsung там 70-ку CU7100 39 999. Объясню, хоть пускай он будет хоть там 90 или 100, но если это 8 бит плюс FRC еще и 7100 серия с недостаточной яркостью, на 70 дюймах выглядит это будет абсолютно бестолково. А если посмотреть там на другие, то, что сейчас начали делать, но это Samsung еще ладно. А вот смотрите, там открываешь и смотришь, о, LG 55 дюймов, 55 UR 81-206 LJ Black, 25 тысяч, думаешь, ну за 55-ку, лыжа, нифига себе, это уже хороший такой бренд, он на Direct LED, тут мы видим DLED 4K, у нас стоит там WebOS, и тут сразу у меня, знаете, что закрадывается, Альфа 5 процессор для 55-ки. Слабоватый. Тут я понимаю, что что-то в этом телевизоре не так. Ну, во-первых, здесь нет Dolby Vision, во-вторых, он 60 Гц, хотя есть режим Filmmaker Mode, который позволяет нам смотреть 24 кадра, и вроде бы чего-то вот начинает у меня закрадываться подозрение. Идем на Display Specification и понимаем, что это тупо 8 бит, даже не 10 бит, имеется в виду 8 бит плюс FRC, не чистый 10 бит, это 8 бит. На 55-ке 16 миллионов цветов вместо 1 миллиарда, это убожество. И что бы они там ни рассказывали, ну нет, за 25, ладно, там я рассматривал там более младшую модель, она стоила там за какие-то, за чуть меньше диагональ, какие-то вменяемые деньги. Но здесь, извините меня, за что заплатить? За 8-битный телевизор? Ну это чушь. Или же берет LG и выпускает, ты смотришь, у меня, чтобы вы понимали, смотрите, у меня дома стоит LG 55 дюймов. 55 SM 9010 PLB. И это 55 дюймов, 10 бит матрица чистая 10 бит, с Dolby Vision, с Dolby Atmos, даже с DTS, вот чтобы вы понимали, со 120 герцовой матрицей. А здесь нам предлагают, люди заходят и говорят, там, у меня когда спрашивают, баба, у тебя там 9010 PLB, да, мне скидывают подписчик, говорит, слушай, я нашел лучший телевизор 91-206, это выше модель, чем у тебя. Я говорю, нет, стой, это вообще не то, не бери. И объясняю. Тот же самый Direct LED, у меня, кстати, NanoCell. И идем смотрим, что это у нас за чудо. Давайте откроем его в Display Specification, обязательно откроем. Находим этот телевизор, опять же, у нас 50-60 Гц, черт возьми, 8 бит.
Вы издеваетесь. Есть обыкновенный HDR и HDR10 Pro, как они заявляют. И все, это телевизор, за который нужно заплатить такие невменяемые деньги 26 500, потому что за 8-битный телевизор это невменяемые деньги. И у нас вырисовывается, что в таком ценовом диапазоне можно купить далеко немного телевизоров. А многие это думают, что за эти деньги не купят нормально. Ну, короче, за нормальные деньги можно взять, ну, например, TCL 58 дюймов. Я вам объясню, он стоит 20. И вот за двадцатку к этому TCL уже предъявлять достаточно тяжело претензии, потому что, во-первых, это у нас 4К телевизор, да, 22 года моделька, но это хотя бы 8 бит плюс FRC, 10-битный телевизор, да что там говорить. Мы на тестах используем похожий телевизор, вот, пожалуйста, вы видите вставочку, мы именно используем тоже TCL в студии для некоторых моментов. И я вам скажу, при его дешевизне, за его деньги 58 дюймов, вполне нормальный телевизор, но под него нужен TV-бокс, я сразу вам говорю. Купили TV-бокс, там слабая просто операционная система, хотя там есть frame interpolation, то есть там есть уплавнялка, слабая система. Вот давайте посмотрим, я вам сразу скажу по его характеристикам. 50-60 Гц. Там Google TV Android 11, у него есть Dolby Audio, даже Dolby True HD есть, чтобы вы понимали. USB 3.0, конечно же, сертификация Netflix, Prime, Apple TV, то есть стриминговые сервисы можно смотреть и так. Хотите больше, покупайте TV-бокс, есть поддержка AV1 кодека. И все это еще и на Google TV за 20 500 гривен. Нормально? Нормально. Я считаю, что вот этот вот телевизор на 5-м месте это вменяемый телевизор за вот большой диагонали. 58 дюймов за вменяемые деньги. На 4-м месте мы поставили тоже TCL 55-ку P638 Titan. То есть здесь у нас P635 и здесь P638. Тоже 55-очка, но он еще и дешевле. Да, вот он с Dolby Atmos на Google TV. У него VA матрица, Direct LED. Давайте я вам покажу его на Display Specification. И это у нас 22 года тоже моделька, 8 бит плюс FRC за эти деньги, вот я ссылку специально вам в описании под видео разместил, это нормальный телевизор, за 20-ку это нормальный телевизор, за 20-ку 55. Я не скажу, что он подойдет хорошо к консолям мы сейчас рассмотрим дальнейший момент, но здесь тоже есть Dolby True HD, он не сильно отличается от предыдущего, нормально. На 4-м месте, пожалуйста, можете пойти посмотреть в описании под видео, мы оставили ссылочку, можете пойти посмотреть. На 3-м месте у нас LG 55 Nano. Я вам объясню, это хотя бы что-то. Это NanoCell тоже. У меня тоже дома NanoCell. Ну, знаете как, за 27 тысяч. У меня дома NanoCell в свое время я покупал там за $3000, по-моему. Я не помню уже, но он стоил каких-то нереальных денег на самом старте продаж в 2019 году. Здесь 27300. Здесь у нас нет Dolby Vision. Это вариант на HDR. Но теперь давайте так. Смотрим, что это у нас за телевизор. 4К. 50/60 Гц. 22 года моделька. IPS. Есть разные варианты IPS и EVA матрица их было, но это уже 10 бит, 8 бит плюс FRC. Конкретно, это уже не 8 бит. Смотрите, вот разница, да? Мы здесь имеем с вами 55-ку за 27 и имеем с вами здесь вот за 25 8-битную фигню. 55-ку тоже это лжи. Ну извините меня, ну я уж лучше такую. Тоже на Direct LED HDR10 Pro с HLG. У нас здесь есть Dolby Digital звук лицензия. Слушайте, и есть у нас активный HDR, 4K апскейлинг, Amazon Alexa, она нам не очень интересна. Есть Apple AirPlay 2, который позволяет у нас там, грубо говоря, транслировать с Apple нативно. Поддержка Apple HomeKit, оптимизатор игр, это уже такой базовый телевизор, к которому можно плоечку 5 подключить, либо 4. У нас здесь есть Netflix, поддержка NVIDIA GeForce Now и вот Filmmaker мод, который позволяет смотреть в оригинальных там 24 кадрах фильмы. Вот это уже за, допустим, за 25 тысяч до 27 даже тысяч гривен можно покупать. Вот это вот вменяемые деньги за 55 дюймов. Вот это вот я называю вменяемые деньги за большую диагональ. А на первых 2 местах у нас будет 2 телевизора Philips, сразу говорю. Philips в таких ценах, например, 21 тысяча. 21 тысяча гривен за 55-ку.
Это конкретно у нас PUS 7608/12. Он без Ambilight, сразу говорю, но он с поддержкой 4К. Он с поддержкой Dolby Vision, Dolby Atmos, вот, пожалуйста, это LED-телевизор. С поддержкой HDR10+, это 60-герцовый, да, это подешевле моделька. Давайте я вам сейчас на Display Specification его покажу. Смотрите, моделька 23 года, 8 бит плюс FRC. HDR10, HLG, Dolby Vision, HDR10+, он совместим. Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Bass Enhancement, Dolby Volume Leveler. Дальше у нас есть немаловажный аспект Auto Low Latency Mode, то есть сюда можно подключать, допустим, ту же самую плоечку, поиграться, не только плоечку, можно Xbox подключать. У нас есть тут и Netflix, и YouTube, это на Google TV работает. Слушайте, ну отличный телевизор за свои деньги. И вот здесь вот у нас за 21 тысячу, поверьте, это будет лучше купить, чем LG. Вот те вот, которые я показывал, даже лучше, чем на Nacelle. Ну, на Nacelle для тех, кому Apple Play нужен, конечно, там Apple AirPlay, вообще классная тема. Вот это классный телек, серьезно вам говорю. И на первом месте он у нас уже фигурировал когда-то в обзорах PUS 8818/12 на Google TV с Dolby Vision, с Dolby Atmos. Вот здесь вот все уже намного интересней. Даже 65-ку можно за 49 тысяч рассматривать. Вот такую вот. Вот это прикольно. Давайте я вам сейчас чуть покажу. Тут есть уже Ambilight. Здесь у нас есть VRR, по-моему, он сейчас 120-герцовый, и с поддержкой HDR10+. Здесь можно уже поиграться, отлично поиграться на плойке в 120 Гц. И на Display Specification мы видим, что у нас есть и уплавнялочка, моделька 22 года, но она очень и очень актуальна. 8 бит плюс FRC, это касается битности матрицы. Google TV Android 11, Dolby True HD, Dolby AC4, Dolby Audio, Bluetooth аудио есть. Также у нас есть, поддержка DLNA я даже говорить не буду. У нас есть Game Master, специально для подключенных игровых устройств. Конечно же, есть Netflix, Prime и другие, скажем так, сертификации, с учетом того, что здесь есть еще и Ambilight. То есть вот этот вот телевизор за вменяемые деньги, вменяемые как 39 тысяч за 55-ку, вот поверьте, лучше взять вот это вот, чем другие варианты, где что-то, чего-то не хватает. Всегда, если вы ищете бюджетный телевизор в большой диагонали, всегда приходится чем-то жертвовать. Всегда. И здесь тоже не исключение, здесь посредственная яркость, имеется в виду не сама по себе яркость экрана, а яркость для реализации определенных там вариантов в Dolby Vision. Да, там, то есть сцены будут реализованы не полностью супер правильными там, градациями некоторых оттенков. Это такой вариант. Но обыкновенный обыватель никогда этого не увидит. Но зато здесь HDMI, VRR, Dolby Vision, Dolby Atmos, Ambilight TV, 4K с гейм-центром, с Google TV. Для стриминга вообще идеально. Даже для него не нужен TV-бокс, по сути. Но я бы, вот если ограниченный сильно в бюджете, я бы смотрел на вот этот вот PUS за 21 тысячу. Вообще прикольно. Ребят, я вам свое слово сказал, решать вам. Ссылки в описании под видео. Пишите комментарии, кто что думает и кто за какой бюджет может предложить чего-то. Я не рассматривал TCL 8 серии, там есть один, он слишком уж старый, он там на остатках, его пару штук осталось уже у поставщиков, поэтому, честно говоря, что-то вам рассказывать и кому-то потом не хватит, или что, или знаете как, он неплох, но уже морально устарел. Поэтому мы его пока сюда не включаем. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.